Приветствую всех на канале Реальный Харьков. Город продолжает подвергаться обстрелам и атакам, большинство из которых дронами типа Герань-2. Этой ночью, 22 июля 2025 года, в Харькове прозвучало около 12 взрывов. Массированная атака БПЛА длилась около 25 минут. В результате российского обстрела дронами повреждены жилые дома, дорога, электросети. На месте одного из ударов по гражданскому предприятию начался пожар. Также один из дронов попал в проезжую часть. В результате взрыва выбиты окна в одном из жилищных комплексов, повреждена дорога, трамвайные рельсы и электропровода. Коммунальные службы оперативно ликвидируют аварийность на всех поврежденных объектах. Также следует отметить, что продолжительность воздушных тревог в Харькове уменьшилась на 34 часа, на 35% по сравнению со средними показателями по области. Несмотря на то, что Харьков постоянно подвергается обстрелам, атакам БПЛА, согласно рейтингу комфортности жизни в украинских городах, составленному сервисом Numbeo, Харьков занял второе место среди крупных городов, уступив только Львову. Индекс комфортности Харькова составил 117 баллов, в то время как у Львова 136,6 баллов. Рейтинг учитывал такие факторы, как безопасность, экология, качество медицины, стоимость жизни и общественный транспорт. Несмотря на то, что Харьков находится в прифронтовой зоне и подвергается обстрелам, он продемонстрировал высокие показатели по этим критериям. Харьков обогнал даже такие крупные города, как Киев и Одесса, что указывает на высокий уровень комфорта, несмотря на войну. А вот в другом рейтинге, опубликованном журналом Focus, Харьков также вошел в десятку лучших городов для жизни, заняв шестое место. Ранее, в 2021 году, в рейтинге городов, по мнению украинцев, Харьков занимал второе место, уступая Ивано-Франковску, а в другом рейтинге, оценивающем конкурентоспособность городов, Харьков занял одно из последних мест, по данным Comments.ua. Еще такая интересная информация, касающаяся недвижимости в Харькове: цены на квартиры стабилизируются, а дома дорожают. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке квартир в Харькове в июне 2025 года осталась на уровне $798, это 33 200 гривен, повторив майский результат и отставая всего на 1,5% от доковидных времен 2021 года. При этом целый дом подорожал почти на 2% за месяц, поднявшись до $139 200. Покупателям, готовым вложить $100–140 тысяч, открывается возможность выбрать целый дом с участком и автономными системами. Месячный рост цен все еще отстает от темпов инфляции в строительстве нового жилья. Главным фактором остается курс гривны к доллару. Немаловажна и психология безопасности. Покупатели активно торгуются за квартиры на первых этажах и ищут дома с подвалами или надежными укрытиями. Дополнительно на спрос повлияла остановка новых траншей программы Е-відновлення. Часть сделок, ранее финансировавшихся грантовыми средствами, поставлена на паузу, что дает пространство для переговоров. Ожидается, что к сентябрю средняя цена квартир останется в коридоре $790–800 за квадратный метр. Для целых домов возможно плавное повышение еще на 1–3% из-за дефицита качественного предложения в пригороде. Основные риски – вопросы безопасности и нестабильность ипотечных программ, тогда как активное возвращение внутренних мигрантов может поддержать спрос на компактное жилье даже без господдержки. Вот так сегодня выглядит 24-этажка на Салтовке. Дом пострадал от БПЛА типа «Шахед» или «Герань» в прошлом месяце. А вот так отдыхают харьковчане по выходным в любимых скверах и парках.
И что бы ни происходило, жизнь в городе продолжается. Там не подойди, что там? В Саржином Яру после ремонта открыли теннисную площадку. Стоимость замены покрытия составила 4 миллиона гривен. А пока вы смотрите за тем, как харьковчане отдыхают, проводят свой досуг, я расскажу вам еще несколько интересных новостей. Как вы, наверное, уже слышали из выпусков новостей, отменить дистанционное обучение в школах планируют в Украине, и в Минобразования работают над тем, чтобы дети вернулись к безопасному оффлайн обучению. Но мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что онлайн-обучению в Харькове быть. И точка. Хотят отменить приказ, поставивший под угрозу образование тысяч украинских детей. Тех, кто вынужден был уехать, тех, кто спасался от войны, тех, кто просто хотел учиться в украинской школе с украинскими учителями, на украинском языке с родными одноклассниками. Мы этого не приняли, ибо Харьков – это город, держащий не только оборону, но и свою систему образования. Мы сохраняем свои школы, своих учителей и возможность учиться. Неважно, где сегодня ребенок – в Харькове, Львове или Варшаве. Важно, что он остается с Украиной. И онлайн-образование – это тоже о борьбе за детей, за будущее, за победу. В Харькове уже работают 4 подземные школы и кабинеты на 6 станциях метро. До начала учебного года откроют еще 3, а до конца года в общей сложности 10.
центре Харькова проходит экспозиция, посвященная военнопленным и пропавшим без вести защитникам, волонтерам, гражданским. Мы вас ждем, ищем, не забываем. На выставке десятки стендов с тысячами фотографий людей, судьба которых до сих пор неизвестна. Находится выставка в подземном переходе у станции метро, ведущей в торговый центр Никольский. Организаторы проекта Надежда Гурьянова и Анастасия Снитко также ищут своих мужей и отмечают: каждое фото – это не просто статистика, это жизнь, за которую следует бороться. В Харькове могут убрать советскую звезду с дома со шпилем. Харьковский городской совет обратился в Украинский институт национальной памяти, чтобы узнать, как законно демонтировать советскую звезду с фасада дома со шпилем на площади Конституции. Это историческое сооружение, памятник архитектуры местного значения, поэтому любые изменения должны согласовываться с соответствующими органами. За самовольный демонтаж – штраф. Город ждет официальных разъяснений относительно дальнейших действий.